Друзья, всем привет! Дайте, пожалуйста, обратную связь, как картинка, звук. Ирина, доброе утро. Ну, я так понимаю, все слышно, значит. Спустился я сегодня в белградское метро. Решил начать отсюда. Ан, привет. Как у вас погода, кстати, поделитесь. Можете, кстати, в комментарии написать пока, как думаете, выпал снег в Белграде или нет. И поднимемся, увидим. Ну, замечательно, слышно, видно. Это тоже выход со станции, но он закрыт. Тут такая арка, видите? Хэппи, привет. Я спросил у дежурного по вокзалу, кто это изображен с правой стороны. Говорит, что не знает. Потом говорю, это Вук? Да, говорит, Вук. Ну, не похоже это на Вук, это какой-то король, потому что у него корона, посмотрите, на голове. И он как бы держит крепость, да, в руках. В Краснодаре 17. О, вообще красота. У нас тоже почти как в Краснодаре. Вчера было где-то до плюс 20 доходило. Вчера ездил в город Ужица. Вообще замечательный городок. Стоит туда съездить, кстати, если кто будет в Сербии из вас. Крепость, вид там вообще сумасшедший на город. Город сам небольшой, прям очень маленький. Там 55 тысяч, по-моему, жителей проживает. Но вид на город сверху, с крепости. Там плюс электростанция стоит. Ну, все не буду рассказывать. Видео смонтирую, потом выпущу. Но, скорее всего, оно выйдет уже в следующем году. Ну да, в следующем году и выйдет. Наталья, доброе утро. Так, ну что, начинаем давайте тогда. Как вы поняли, я уже нахожусь на станции метро, будущей станции метро Белграда. Вуковспоменик называется она. А в данный момент она обслуживает электрички. Через эту линию, ну, у нее то есть в одну сторону и в другую сторону станция идет. В одну сторону идет Бранков мост, по-моему, Панчевский мост, а в другую сторону парк Караджорджевич. Караджорджиев парк мы с вами гуляли, это во Врачаре. Станция похожа, знаете, вот, ну, обычная, как мы, наверное, привыкли, советская, российская станция. Хотя информации я не нашел, кто ее проектировал, но вроде как белградцы, ну, сербы проектировали ее. Делали ее с 90 по 95. В 95-м она открылась. Что хорошо, глубина станции, ну, небольшая, 40 метров всего лишь, поэтому здесь воздух более-менее свежий и такой не спертый, знаете, как в подземке в Москве, например, там, если глубокого залегания станция, то там прям дышать нечем, особенно в часы пик. Здесь прохладненько, свежо. Станция небольшая, никого нет, я сюда спустился, вообще никого нет. Один поезд проехал почему-то, не знаю, хотя должен был остановиться. Все, поднимаемся сюда наверх.
такая станция. Рекламы нет по бокам. Обычно станция метро все в рекламе, когда едешь на эскалаторе. А сама станция находится под парком Кирилла и Мефодия. А еще момент. При раскопке станции нашли колодец австрийский 18 века. Куда он вел и для чего он был, так, по-моему, и не разобрались. Первый раз сюда спустился. Как бы проходил здесь переход, просто можно дорогу переходить, а сюда именно спустился в первый раз. Поднимаемся, выходим отсюда. Так, позади меня. Вообще никого нет. Такая лавочка интересная. Ирина, потому что в городе Белград еще метро не запустили. Насколько я знаю, деньги выделялись. На строительство метро. Причем большая там сумма. Но его до сих пор не построили. История умалчивает, почему его не построили. Ну вот таблички, что в 95-м году она открылась. Нет, метро не реконструируется, здесь просто обслуживает она электрички сейчас. Как бы станций вот есть несколько, но метро как такового в городе нет. По нему ездят электрички. Ох, на улице ветер. Сегодня тоже у нас тепло. Правда, ветер поднялся. Вчера даже солнце выходило. На улице где-то сейчас плюс 15, плюс 16. Ну, как в Краснодаре. Вот это и есть парк Кирилла и Мефодия. А сам Вукс-памятник — это вот тот памятник. А за ним вот это здание на той стороне дороги было построено в 1800 году. Оно принадлежало богатому сербу. Капитан Миша, сейчас записала я себе фамилию его. Так, Анастасьевич. Вот. И завещал он это здание сербскому народу. Если идти прямо, то прямо перед ним стоит бюст Николы Теслы. Вот это и есть Вук Караджич. Памятник, Вукус-памятник, как по-сербски. Сам он был сербским языковедом. И из сербского алфавита он убрал буквы И, Ю, Я, Ща, ну еще там несколько. По факту русским усложнил изучение сербского языка. Наверное. Парк небольшой. В принципе, просто прогулочная зона. Собачники. Фонтан уже не работает. Так, это памятник Пушкину.
вижу. И в конце парка должен быть памятник Кириллу и Мефодию. Только сейчас, по-моему, пришла осень в Белград. Листья начали опадать, деревья все желтеть. И посмотрите, что город еще не наряжен. Прям совсем. Такое ощущение, что, знаете, фильм такой был, там, зеленый этот человек этот украл Рождество, а тут кто-то украл все новогодние украшения. Вообще нигде. Тоже вот вчера в Ужице ездил, только стали наряжать. Ну, там елку поставили и фонарики стали вешать. Почему-то не торопятся. Это памятник Пушкину. Ну, птицы его облюбовали. Да, метро в перспективе должно заработать. Я говорю, что деньги выделялись, куда исчезли, не знаю. Может, строят. Но пока ВОЗ ныне там, как говорится. А так обещают, да, построить. Деньги есть. Уже и в Новом Белграде. Нет, вернее, в Белграде на воде должна быть станция, тоже заложена. Да, Марта, может быть. Но я так понимаю, что, скорее всего, может быть, может, я ошибаюсь, конечно, наверное, будут строить китайцы в будущем. Потому что, судя по тому, что они здесь все строят, туннели, железные дороги, потом Сербия, Венгрия, они строили железную дорогу тоже. Кстати, она, по-моему, должна вот-вот запуститься через Субботицу в Сегет, в Венгрию. Так, в парке детские площадки отсутствуют. Ну, в этом парке, да. В этом парке нету площадок детских. Здесь просто, видите, клумбы, скамейки, памятники. Вот это шикарное здание, это общежитие, студенческое общежитие. Строил его король Александр Караджорджевич. А построили его в 1928 году. И, кстати, здесь проектом руководил, ну и проект сам разработал российский архитектор. Прям непосредственно для студенческого общежития. Вот еще раз вид на парк. Обычный парк. Да, Ирина, доброе утро. Я так понимаю, что во всех уже российских городах, кроме Краснодара, сугробы, но зато везде наряжено, наверное, уже, да? Елки стоят, фонарики светятся ночью. Здесь пока этого нет. Я вот все жду, когда Новый Сад нарядят. Как бы там уже поставили павильончики, эти ларечки, чтобы туда съездить. Но так понимаю, что так как план я свой выставил там, так получится ехать после 20-х чисел туда, когда уже наверняка все будет наряжено. Еще вот в этом здании предполагают, что была, собиралась великая ложа масонов. Именно югославских масонов.
Да, передаю привет, Таня, привет. Надеюсь, вы тоже в эфире, либо смотрите в записи. Так, вот с этой стороны. Давайте я дорогу перебегу. Красивое здание. Вот реально сейчас так не строят. Представьте, если бы все такие здания бы строили в современном мире, какая красота была бы вокруг. Ну, может, какой-то, не знаю, как там называется этот. Так, надо перебежать дорогу. То, что тепло, погода совпадает. Ну, в Астрахани в принципе тепло. Там, если там арбузы даже, да, успевают. Я, кстати, ни разу здесь сербский арбуз не попробовал. Все ждал. Говорили, вот должны поспеть сербские арбузы, и они только должны быть такие маленькие. Но так и не дождался. Не понял, в какой момент я их пропустил даже. Почему-то не было. Может, конечно, были, я не заметил. Вот этот небольшой парк, это парк Королевы Марии. Это жена Краджорджевича. Это театр ВУК. Так, не вижу фонтан. Здесь должен быть, или вот это фонтан. Вообще должен быть фонтан здесь. Лира называется. Может, вот это и есть? Да, вот это и есть фонтан Лира. Так, это у нас бульвар Александра I Краджорджевича. Пойдем по нему в ту сторону. Вот строят новый дом. В 9 часов народ уже прям выходит. Если раньше стримы проводил в 8, как раз это 10 по московскому, на улице никого не было, то в 9 прям оживает город. Наряжают только магазины свои фасады. А еще здесь принято на стеклах каждый год рисовать там Снегурочку, Деда Мороза, елку. Потом они это все стирают и все. Ну, у кого фасады стеклянные, соответственно. Даже на подъездах, если дверь стеклянная, как правило, заказывают. Люди специально здесь приезжают, вам все это рисуют. В общем, вот здесь так принято. Так, мне нужна улица Лукалович. Набросал себе план такой, где свернуть, потому что основной телефон занят съемкой. Здесь трамвайчики бегают на той стороне, ну, павильоны. А вот сейчас покажу, кстати. Почему-то на этой стороне еще не встретил, что разрисовывают фасады, а на той стороне уже есть. Так, трамвай закрыл.
Ладно, думаю, увидим еще там. А вот, кстати, и улица. Пойдемте. Пройдемся по дворам еще, посмотрим. Чтобы не по центральной улице идти. Вы посмотрели, как здесь все выглядит. Я люблю заходить в такие дворы, потому что, как правило, центральная часть красивая такая. Куда зайдешь, можешь что-то интересность какую-то найти, либо совсем другой вид. Вот такой, посмотрите. Мурал или граффити. Это, наверное, мурал, да? Больше похоже. В городе очень много муралов. Я думаю, Белград прям этим и известен тоже. Такая фишка его. Есть, конечно, некрасивые вот эти граффити, где всякие болельщики, там футбольные фанаты или просто, там, не знаю, лишь бы что-то накалякать. Но есть очень красивые. Как вон там под окном, видите, какую-то фигню рисуют непонятную. А, я нашел место одно. Там столько граффити, я их нафотографировал. Потом в телеграм-канал выставлю. А может, вообще видео запишу. Потому что интересно посмотреть. Там очень разные. Может, кому из вас тоже будет интересно посмотреть на это все это дело. Плюс в городе есть муралы огромные, там с торца здания дома нарисованные, причем известные. Одно находится в центре, прям где переход в крепость, на улице Короля Петра, по-моему. Кто в Белграде был, наверняка видел его. Там мужчина стоит, смотрит вверх, и такие как бы краски стекают сверху. Тоже работа известная и старая. Такие домики, но они все разные. Иногда тоже идешь, стоит два дома, например, этот дом сносят, потому что он разделен, да, слева и справа, вот видно даже. И все, и прям встраивают новый дом, строится. Интересная, конечно, постройка. Не надо для этого сносить там целый длинный дом, просто как бы такие вставки. И тем самым они все отличаются. Мне вот тоже это нравится, когда все дома разные. Так, ветер задувает. Все дворы заставлены машинами. Это беда Белграда. И вот тоже справа, смотрите, двухэтажный дом, и там у людей просто свой такой маленький огородик, где они сидят, отдыхают. Ну, не то, что даже огородик, просто сидят и отдыхают. Винцо попивают. Мне кажется, даже в прошлом году и жители на окнах чаще выставляли вот эти светящиеся всякие гирлянды, а сейчас нету. Так, надо уходить отсюда. Сейчас сверну тогда направо. Все в машинах. Вот тоже мурал. Пахнет выпечкой. Я по факту должен сейчас выйти к рынку. Запах уже доносится. А, Пекара, там народ опять стоит, как всегда. Хорошо, дождя нет. Не люблю дождь. По мне так лучше снег, чем дождь.
Я вообще здесь не был ни разу. Да, Наталья, машины очень много. Так, а где рынок? Рынок, по-моему, дальше. По-моему, следующая улица рынок. Это все-таки такой запах был от пекарни. Да, думаю, рынок впереди. А, вот, про что я рассказывал. Вот так наряжают. Видите, все разрисовывают просто. И все. Потом все это сотрут после празднования. И так прям в подъездах тоже рисуют. Оригинально. Первый раз такое увидел только здесь. Нигде больше не видел. А, точно впереди рынок. Вот, вижу уже торговцы. У вас, ребят, рисуют, нет, в ваших городах так, на окнах, на дверях? Я вот говорю, нигде не видел, ни разу. Так, цветочки. И агитируют за кого-то. Скоро выборы. За кого-то агитируют. Ну, давайте вот так рынок покажу. Туда не пойду. Это рынок Джерам называется. Вообще в этом районе, ну не то что район, Звездара — это муниципалитет. В нем 5 зеленых рынков. Так, здесь тоже агитация идет. Ох, они прям тут выстроились. Вот, видите, можно... Заводчик, голосуешь, вам зажигалку дадут. А вот очередь за пекарней. За булочками. Сюда сверну. Я раз шел тоже. А вот, по-моему, когда шоколадки давали. Ну, иду, просто это, шоколадки раздают. И почему-то мне одна, ну, сербская жительница прям на меня так ругалась. Мне показалось. Видимо, потому что я взял шоколадку из тех рук, кто рекламирует. Вот такое было. Вот, сюда пойдем. Какой интересный домик. Единственное, мне вот нравится, когда частный дом. Но, по моему мнению, если это частный дом, ну для меня лично, то, наверное, участок должен быть большой. Чтобы в одну и в другую сторону там не меньше 100 метров. А иначе зачем дом так близко? Ну, я просто не понимаю. Мне кажется, тогда лучше жить в квартире. А дом должен быть с большим участком земли, чтобы соседи в окна не смотрели. Опять же, вот тут печки топят. Получается, что топишь, и к соседу все это летит в окно. Запах. Кто-то живет, ребят, из вас в частном доме? Как эти... Так, это что такое? Какая-то разрушка. Как вообще, если вы топите, а вообще, может, печных отоплений уже нет? Не знаю, топят, нет, печками. В больших городах-то, наверное, уже газ и электричество. Где-то в деревнях топят.
Так, наверное, лучше свернуть направо. Давайте пойдем опять на центральную улицу. Потому что есть дома. А так, частный дом, наверное, так интересно. Работать только много в нем надо. Постоянно что-то делать. Заметили вы, да, что пока шли по району сквозь дома, нету ни площадок, ничего такого. Есть только автомобили. Вот опять центральная улочка. Какой дом интересный. Посмотрите. Это что там? Какой-то конь, да, крылатый. Какой пегас, наверное. И с той стороны тоже. Но там уже больше такой на египетскую. Давайте на ту сторону уйдем, чтобы не по одной стороне. Кстати, в Звездаре находится Белградская обсерватория. До нее мы не дойдем, потому что муниципалитет большой. Ну и вообще надо уходить в сторону туда, Дуная, через парк. Эту обсерваторию в 1887 году основали. Ее основали в 87-м, а построили, по-моему, в 93-м, в 1993-м. Ой, 33-м, ошибся, извините. В 33-м. Так, сейчас перейдем в эту сторону. Пойду вон в тот проулок. Не знаю. Может, кнопку нажать надо? Что-то стою долго. Вот, точно. А жители вот тот район, не то что район, а саму вот эту обсерваторию называли Звездница. И по факту оттуда и произошло название, ну, пошло название самого муниципалитета Звездара.
Что-то не хочет меня светофор пускать туда. А вы знали, что между орбитами Марса и Юпитера есть астероид? И называется он Белград. Его в 1938 году сербский астроном открыл. А, еще на том месте, где вот обсерватория, сам вот этот Петр I Караджорджевич хотел открыть, не открыть, а построить свою резиденцию, ну, дворец. Но военные его отговорили, потому что пояснили, что по Дунаю могут плавать лодки, ну и оттуда обстреливать, именно австрийские лодки. И он отказался от этой идеи. Так, ну что, мы переходим или нет? Наконец-то. Район на самом деле здесь такой, мне кажется, прям простой. Есть места такие интересные, какие-то здания с историей, но они разбросаны. О, какая красотень. О, тут все, и Дедушка Мороз, и Снегурочка, и олень. Вон, а еще ловцы снов продаются. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Так, Ан, доброе утро. Черногория смотрит. Черногория, привет. Все, уходим сюда. О, с левой стороны церковь. Уже увидел купол. Улица Поп Стоянова называется. В Нови Саде есть улица, что-то папа, что-то такое, не помню, называется. Кто был в Нови Саде, наверняка видел. Или Паша Папа, что-то такое. А это церковь Пресвятой Богородицы. 1933 год. А я сейчас налево сверну, покажу вам. Давайте пока здесь посмотрим. О, какой домик старенький. Интересный. Ну, заброшенный. Третий год, значит, вот эти дома все тоже 19 век. И тот, который заброшенный. Наверняка все же строили тоже вокруг церквей. Давайте так покажу, просто туда мы не пойдем. Билли, привет. Так, а вон там башня какая-то. И тоже церковь. Крест, потому что. Интересно. Давайте посмотрим. Мы же гуляем. Не знаю, что там. Давайте дойдем. Кстати, в Сербии настолько же, ну, сами вы знаете, что популярен кофе и кофейни, что в 1893 году в кофейне провели первую
ярмарку книжную. Показали первый фильм и исполнили первую оперу. И все это было в кофейне. Вот такие домики, а сзади уже современные. Уже такой современный фасад, стеклянный. Розы еще цветут, вон, красные. Я вчера даже ежевики попробовал еще, поел. Немного, правда, но она еще цветет. Тут прям вообще такой частный сектор, одноэтажный. А это, наверное, детский садик. Да, точно, это детский сад. Вот площадка детского сада. А гулять, наверное, они ходят, двухэтажное здание, ходят, наверное, куда-то в ближайший парк, наверняка. Так, а что это такое? Гарни Хотел с правой стороны. Что за улица-то? Это какая-то церковь. Церковь святого Антуана Падуанского. Откуда я знал? Вот прочитал. Но она закрыта. 1958 год. Ну и отсюда особо-то не видно. Вот видно только вон ту башню. Я сначала думал, что это какая-то пожарная башня издалека. Там, наверное, колокольня. А, вот, смотрите, уже наряжают. Видите, это какое-то, наверное, кафе. Давайте посмотрим. Сейчас зайдем. Вот такая красота. К Рождеству готовятся. Интересно, да? Печенюшки тут. Добрый день. Можно видео, да, сниму? Это пробовать можно? Нет? А то я попробовал. Ладно, хвала. Короче, красота. Тоже, видите, расписали они свое заведение. Такое, сразу заходишь, музыка играет такая, и настроение поднимается, появляется, вернее, новогоднее. Да, все-таки, когда смотришь и видишь, все по-другому ощущается сразу. А вот не наряжен город, и как-то так. Интересное, конечно, решение. Лестница. Так, куда я забрел? Давайте уйдем сейчас налево. Реально прошел, и сразу настроение поднялось еще больше.
Так, машину так поставил, конечно, что дорогу не перейти. Туда получается уже как бы спуск с горы. Мы с вами пойдем налево. На той стороне, посмотрите, такие старенькие домики. Ну, кафешки, наверное, какие-то. Или ключница, что-нибудь такое. А, мужской салон, парикмахерская. А давайте здесь пройдем, назад вернемся. Посмотрим, что здесь. У кого-то виноград растет. Я в первый раз, когда... Самый первый раз вообще выезд за границу у меня был, это Венгрия. И в первый раз увидел в Будапеште именно вот эти все эти салоны, стрижки. Сидят в основном мужчины. О, музей, смотрите. Драголюб Михайлович. Вот такой музей небольшой. Кто-то организовал. Так, на чем я остановился-то? А, в Будапеште, да. И меня поразило, что в этих салонах мужских, ну не мужских, а вообще в парикмахерских, сидели в основном мужчины. И там не было такого разделения мужской фризер, как это, парикмахерская. Везде. И мне тогда показалось, что мужчины там следят за собой гораздо больше. Ну, если кто-то такое же видел, напишите, сложилось ли у вас такое же впечатление. Но у меня вот прям сложилось. Потому что они все такие нарядные, такие красивые, там зализанные, там прическа. А женщины как-то, ну, просто к этому. Так, да, давайте пойдем здесь. Здесь уже такие домики побогаче прям. Покрасивее. Какой домик. Так, комментарии давайте почитаю. Так, привет из Саратова. Миха, привет. Наталья, спасибо, Алексей, за позитивный стрим. Пожалуйста. Так, Ан, ваше мнение о Звездаре? Мне кажется, район не имеет своей одной направленности, разной и ни о чем. Ну, вот такой, какой есть. Вот вы сами все можете видеть и свое впечатление сложить об этом районе. Потому что в любом случае, куда ни пойди, будет плюс-минус одно и то же. По факту. А, посмотрите, с этой стороны. С этой стороны вход, наверное, у них или что? Да, с этой стороны. Давайте здесь сниму. А вот и башня прям открывается, посмотрите. Сейчас покажу вам. И на каждом этаже что-то находится. Или это просто лестница такая. Добрый день. А что это, Ола? Что? Вот это. Что это? Если что, я кривь? Да. Привет. На кривёнка. Да, пойдемте дальше туда. Интересное сооружение. Туда бы забраться, конечно, наверх. Есть и такое. Какой-то детский парк, что ли, раньше был. Потому что баскетбольная площадка.
А может даже это кинотеатр под открытым небом? В свое время я был в таких кинотеатрах похожих под открытым небом. Помню, сеанс начинался в 9 вечера, уже когда темнело. А мы были еще пацанами. Ну, молодой мальчик, так сказать, когда был. И чтобы не платить, лазили через забор в кинотеатр. Иногда ловили, иногда нет. Было и такое. Вот, видите, поделился с вами воспоминанием из детства. Были у вас, нет, такие кинотеатры открытые, под открытым небом? Я прям хорошо помню. И всегда любил сидеть на, ну, наверное, так как и все, на первом ряду впереди. Вот еще факт вспомнил, что первая фортепиано в Сербии появилась в 1824 году. Тогда у дочери князя Милоша. Вот такой домик есть интересный. Так, улица идет направо. Пойдемте направо, значит. Сам муниципалитет, он очень огромный, как я уже говорил. И здесь где-то около 17 таких, знаете, ну как районов. Так, как отсюда выйти-то? Хотел выйти на центральную улицу, давайте туда пойдем. В самой Звездаре 14 начальных школ, 9 средних. Потом 25 детских садов и 3 студенческих общежития. Одно мы с вами уже видели. Baby Palace. Громкое название для детского сада. Ничего себе, у них там реально, смотрите, Palace. Они там могут даже теннис поиграть, дети. Вон теннисный корт. Так, пахнет дымом в этом районе. Знаете, местами. Тут еще ветер дует. Вот я сейчас иду, ветерок. Где-то вот улицу проходили, прям, ну, чувствуется запах. Вот здесь нет, например. Может, потому что дома выше, там, где одноэтажные, все-таки ниже и топят, когда, ну, и ветром, опять же, угоняют все это дело. Здесь не пахнет, например. Так, Наталья, да, у нас были такие кинотеатры, это было похоже на встречу друзей. На встречу, не знаю. Мы с друзьями сразу кооперировались и там идем на какое-нибудь кино. И вечером туда, там встречались, либо сразу шли. И каждый пытался залезть на забор, через забор перелезть. Там кто с одной стороны, кто с другой. А забор был очень большой, каменный, я помню, прям очень большой. Там друг друга подсаживали. Короче, было весело. И незабываемо. Что даже сейчас помню. Так, Марта, как много машин и тротуары ужасные. Ну, да, к этому уже, наверное, надо привыкать. Честно говоря, первое время было как бы дико, да? Со временем начинаешь к этому уже, ну, глаз не цепляет. Первый раз, когда идешь, на все глаза там цепляют, обращают внимание. Сейчас уже не обращаешь на это просто внимания. Ну, вот так и все. Ничего с этим не поделаешь. Так, Ирина, я тоже помню про кинотеатры открытые. Весело было. Да.
Зато смотрите, сколько зелени здесь. И она еще зеленая. Это улица Душана Дугалича. Дугалича, наверное. Правильно. О, давайте сюда сверну. Какой домик интересный. И пойдем как раз туда наверх. А это улица Гвоздичева. Вот он стоит, старенький. Смотрите, он даже как бы вынесен сюда вперед. Те здания новые за ним туда дальше стоят, глубже. И с левой стороны тоже здания новые, они глубже. Наверное, единственное здание, которое не снесли на этой улице. А, вот даже видно, на целую комнату получается, что она шире. Ну и за ним, скорее всего, двор находится. Потому что все дома с дворами. Ох, так смотрите, какое интересное. Такой вроде как балкончик, лоджия, что ли. Ну, машин нет, пойдем здесь. Зато в новых домах, смотрите, видите, уже есть такая парковка подземная. То есть на улице будет меньше машин стоять. Или вот тоже. Не снесли домик, он стоит. Потом когда-нибудь снесут и прямо на этом месте воткнут домик. Там тоже. Вот здесь иду, чуть-чуть запахло. Наверное, вот эти маленькие мелкие домики и топят. Вон какие розы. Вон, видите, там какой большой участок. Давайте здесь пойдем, и там уйду на центральную улицу, налево. Везде на улице стоят пожарные гидранты. Это прям очень хорошо, чтобы, если что, могли сразу подъехать, прицепиться. Ну, какая улица, блин, язык аж заплетается. Скамеечка какая интересная. Браньска 21. Вот кто-то ж постарался. Ну, там даже цветочек есть. А, тут прям, смотрите. Все это на улице. Сейчас посмотрим. Короче, кто-то двор свой так украсил. Самый красивый двор Звездары. Кувшины стоят. Ну, молодцы. Реально, самый красивый двор Звездары. Интересно. Прям постарался человек, заморочился. А, и олень даже вон. Какой-то самоделкин. О, какой котяра. С зелеными глазами. А там, смотрите, колесу ножки приделали. Оригинально. А это школа.
ветер поднимается еще больше. Школа и площадка. А по факту, смотрите, она даже не огорожена. То есть все могут здесь играть, и жители, и ученики. А давайте вон там сейчас через двор пройду и пойдем уже на центральную. Мало ли, вдруг здесь что-нибудь интересное еще. Детская площадка. Я, конечно, смотрю на эти площадки прям из моего детства. Вот такие площадки были. Потом стали появляться такие уже более современные, не металлические, а пластмассовые. Такие, как городками начали строить. Всякие паутинки. Вон кто-то в подъезде, видите, елку поставил, нарядил. Вот сами люди. Ну вот про что я и говорил, видите? Что в подъездах сами украшают люди. Пойдемте на центральную улицу. Так, сколько мы уже гуляем? Так, ребят, лайки проставьте, кто не поставил. Заранее спасибо. Так, мы гуляем с вами уже 1:08. Пойдемте в ту сторону. Сейчас буду заканчивать. Вы пишите свои вопросы, комментарии. — 20 числа выпущу видео. И пятница, суббота, воскресенье, там, ну, как каждую неделю, так сказать, у нас прямые эфиры. Прямой эфир у нас будет Новый Сад новогодний. Вечером специально поеду, чтобы все это иллюминация уже была. Потом Белград также, чтобы мы с вами сравнили эти два города новогодние. Тоже жду, когда все украсят. Потом Земун. Ездил, писали в новостях, что уже как бы запустили, там открыли, оказывается, только отремонтировали рынок, саму улицу центральную, главную, еще не сделали. Как ее сделают, обязательно там пойдем. Прям очень хочу туда. Я думаю, вы тоже не пожалеете. Очень там красиво, прям. Выпускал тогда видео, когда Земун, город в городе. Это реально город в городе. Уже, наверное, повторяюсь, но прям вообще мне нравится. То место. Прогулочная зона там идеальная. Она мне даже больше нравится, чем в Белграде. Ну, в центре я имею в виду. Там намного интереснее. Сооружения, дома. И красиво. Зайдем там по дворам, походим. Знаю, какие подъезды открыты. Уже несколько раз был, проверял. Они открыты. Заглянем в подъезд. Посмотрим. Короче, будет интересно. Так, Ан, спасибо. Пожалуйста. Марта, Алексей, спасибо. Теперь имею представление об этом районе. Хорошо получилась прогулка. Да, спасибо. Я тоже, кстати, говорю, что первый раз здесь, поэтому какое-то понимание теперь есть вообще, как он расположен, куда идет. Ну, туда, если назад пойти, за спиной у меня там спуск будет. В той стороне, если мы пойдем, будет Дунай. Вот так он, получается, протекает. И там же парк, вот этот, Звездара. Ну, там только зеленая зона. Я не знаю, интересно гулять по паркам или нет. Мне кажется, в парке особо стрим там, ну, показывать нечего. Просто лес. Если интересно будет, напишите. Можно погулять по парку. Ну, я говорю просто, насколько это интересно будет. Можно. Здесь парков много. Можно прогуляться.
Что тут еще? Все, наверное, здесь уже вот на улице, я как бы возвращаюсь назад. Мы по ней с вами не шли, мы там свернули. Так, давайте сейчас комментарии зачитаю, чтобы никого не пропустить. Так, Ирина, в Дедине не будете показывать район? А если кому-то интересно Дедине, ну, в принципе, можно. Районов очень много. Вот я говорю, что в Звездаре 17 муниципалитетов, и в каждом районе он по факту один переходит в другой, и все одно и то же. Есть районы, тот же самый Дедине, да, это как бы такие больше, ну, наверное, как частные, что ли, дома, там, двухэтажные, трехэтажные. Так, Наталья, обязательно посмотрим. Хорошо, спасибо. Так, Марта, зиму мне тоже очень нравится, буду ждать. Так, Анна Смирнова, спасибо большое, было интересно, хорошего дня. Да, ребят, всем хорошего дня, хорошего настроения предновогоднего. Все, буду заканчивать. Про ссылки в описании вы все знаете. Я про поддержку канала. Все, ребят, всем пока.